Приветствую, дамы и господа. И сегодня мы поговорим о новой механике, которую в тестовом режиме разработчики засунули в игру. Ну и заодно о кораблике, на котором эта механика тестируется. Начнем, наверное, мы с самых основ, как бы вообще поговорим об игре как таковой. Итак, в чем по сути заключается Modern Warships? У вас есть 5 кораблей, у противника есть 5 кораблей, и вы бодаетесь, пока у кого-то останется меньше одного корабля. Ну или пока не закончится время. Когда закончится время, выиграет та команда, у которой кораблей больше. Как можно добиться победы, по сути? По-хорошему в основе лежит принцип использования, как это говорят, рельефа местности. В случае Modern Warships это всякие острова, айсберги, там можно иногда за жирного союзника спрятаться тоже, если он не против. Но если против, то тоже можно, главное, чтобы он не заметил. И, соответственно, в моменты, когда вы имеете какое-то преимущество, это преимущество реализовать. Например, у вас есть гранатомет, и вы через препятствие бросаете по противнику. У вас есть ракеты, вы через препятствие бросаете по противнику. Или же противник сильно-сильно битый, тогда вы там открыто выходите на него и, используя артиллерию, допустим, его там добираете как-то. То есть ситуаций может быть много, и в каждой ситуации вам нужно как-то вот сообразить, как вам использовать, вот опять же, то, что называется словосочетанием рельеф местности. То есть отыграть от препятствий. Да? Игра от открытой воды всегда, по сути, приводит к тому, что вы очень быстро оказываетесь в порту, не понимая, как вы там оказались, там, ругаясь на все живое, вот все сволочи, все гады, вот мерзавцы-паскуды. Да? Хотя я вот лично бьюсь постоянно за то, чтобы игроки все-таки не лезли на эту открытую воду, так как чем новее корабли, тем опаснее находиться на открытой воде. Потому что если раньше там у нас появился Тедди Стивенсон, аж целых самых 4 ракеты, все вау. Сейчас 5 ракет, уже никого не удивляют. Вот. И, соответственно, если вы стоите на открытой воде, то из-за препятствия вам просто прилетает, вы даже не видите противника, вам просто прилетает много всяких подарков, там, ВС-3, там, HA-17, базальты, может быть, да, некоторые еще и на базальтах играют, не знаю зачем, правда, но и хрен бы с ними. Но если, допустим, вам прилетит какие-нибудь там Х-90 или что-то в этом духе, то все совсем уже будет плохо. Вот поэтому игра, по сути, в своей основе строится именно на умении использовать карту. Как ты будешь использовать карту, как ты будешь использовать укрытие. Да? Там в какой-то момент появились дымы, и вот Алекс, который Шикака, имел неосторожность сказать, что они имба, но не досказать, что они имба только в определенных ситуациях, и что ими надо уметь пользоваться. И вот по сей день многие перед линкорами там даже бросают под себя дымы, смоку и everyday, и все, и думают, что вот они в домике, в теплом там этих дымах сидят, и никто их там не достанет. Достают еще как. Поэтому дымы — это просто один из элементов. А основой все еще остается умение использовать карту, грамотно использовать карту. Чем более грамотно использует карту игрок, тем, соответственно, он эффективнее в бою. Далее у нас есть класс, который называется авиация. Прикол этого класса в том, что, во-первых, на него навалено огромное количество возможностей, и при этом он дико заапан еще и в урон зачем-то. Его заапали, там, дистанции увеличили, там, 8 километров, 10 километров, ракеты летают. Урон такой, что там у корабля 2/3 можно оторвать нафиг. Не знаю, зачем это сделано, но смысл в том, что здесь уже начинает проседать этот момент. Да, вы встали за остров, вы как бы встали правильно, грамотно, но самолетам плевать на этот остров. Они же сверху будут по вам шарашить, и вы, соответственно, ну, уже как бы вот чувствуете, что проседаете. Я, например, по большей части сейчас играю на противовоздушных ракетах, часто использую противовоздушные пушки, потому что иначе просто, ну, никак не выжить. Не знаю,
Может быть, это потому, что меня курятники ненавидят, я их тоже ненавижу, и у нас это такие вот взаимоотношения, у нас очень, очень такие искренние взаимоотношения, мы друг друга ненавидим, терпеть не можем. Может, из-за этого, может, вас курятники не особо трогают. Но смысл в том, что авиация уже просаживает вот эту основу игры. И далее появляется у нас такой класс, как арта. Это подводные лодки с баллистикой, я их называю артой, потому что у них геймплей как у артиллерии в World of Tanks. В World of Tanks артиллерию так называли арта, сокращенно. Геймплей здесь схожий, они швыряют по траектории свои баллистические сардельки, которые там падают за острова, ну, иногда врезаются в острова, но большую часть островов они перекидывают. Есть некоторые карты, типа пики точеные, или как это, каменные пики на самом деле называется. Вот там, да, там спрятаться проще. Вот. Но уже и этот класс как бы подрезает вот эту основу, вот эти все основы самой игры, да, использование карты. То есть карта становится уже, ну, все больше, больше и больше простреливаемой. Авиация, артиллерия эту карту пробивает. Прятаться уже, по сути, некуда. То есть сейчас еще есть куда, да, но чем дальше, тем меньше мест, где вы можете как-то играть от укрытия. Вы как будто все время на открытой воде, и вас просто, ну, вот, как будто монетку подбрасываете. Повезет, не повезет. Вас зафокусит авиация, артиллерия, все, вышли из боя нафиг, ничего не сделали. Если она вас не трогает, ну, возможно, что-то тогда вы и сделаете. То есть значимость игрока на обычном корабле, она падает из-за того, что у игрока выбивают из-под ног эту основу использования рельефа местности. И вот разработчики, не знаю зачем, не знаю почему, возможно, у них было плохое настроение, вводят ракету YJ-20 TBM SSA на этой вот какахе, которая называется CN SSA. Ну, это типа подводная лодка, катамаран, там, тримаран, черт его знает. В общем, смысл этой ракеты в том, что она наводится сквозь препятствия и наносит урон кораблям, ну, запускается по кораблям, которые стоят за препятствиями. То есть она самонаводящаяся, она еще и неотводимая. И, соответственно, у нее еще урон по области 3000. При радиусе 233 метра. То есть, ну, ракета очень серьезная и имеет вот эту вот механику наведения за препятствия. У нас были схожие механики. Это был Геобуксион, это Blue Shark. Жалкая пародия была на, по-моему, Хиксерис, если не ошибаюсь. И один из полкурятников тоже имел такую же жалкую пародию с отводимыми ракетками, которые с дрона, да, то есть вы запускаете дрон, из дрона можете эти ракеты наводить с корабля. То есть они запускаются с корабля, вы наводите их с дрона, они запускаются с корабля, перелетают через препятствия определенные и попадают в вражеский корабль. У DX-125, если не ошибаюсь, тоже была такая механика. Но там все зависит от дрона. Там нужно этот дрон сберечь, потому что если вы этот дрон потеряете, вы потеряете возможность применения этой механики. Плюс у ракет траектория не такая уж, чтобы и высокая. То есть нужно четко понимать позиции, с которых эти ракеты запускать, и так далее. В общем, там много нюансов, чтобы эту механику грамотно применять. Самое грамотное применение, естественно, было на чемпионатах, когда брали и Геобуксион, и Blue Shark вдвоем, и, соответственно, командно их применяли. Народ наш, естественно, на это посмотрел, и, поняв примерно ничего, побежал закупать Геобуксиона, который взлетел в цене. Ну, в принципе, так же, как и Зевс, после того, как там ребята применяли контроль карты через Зевса, наше комьюнити феерическое, опять же, поняло примерно ничего и побежало там, подняло цену Зевса примерно до 20 тысяч. Но это как бы так, отступая немножко от темы. Возвращаясь же к вопросу, что Геобуксион, что Blue Shark, вообще вот эта механика, она требует каких-то рук, какой-то соображал. Здесь же нам, по сути, ввели кнопку «Стрельнуть в противника». Вы стоите прямо на респауне, начинается бой, вы никуда не плывете, вы не делаете ориентировочно ни хрена, и просто смотрите, когда противник все равно где засветится.
Противник светится, вы сквозь препятствия наводитесь на него и жамкаете эту кнопку мыши. Все, это конец геймплея, если кто не понял. Это весь геймплей. То есть он уже настолько овощной, что это уже просто какой-то винегрет получается. Я не знаю, зачем это ввели, но как бы уже первое же, что бросается в глаза, что это будет приводить к отуплению игроков, потому что вообще играть не надо. Ты просто стоя и жамкай эти ракеты. Ну, в одного они не залетели, там где-то остров зацепили. Ну, так ты в другого жамкни, в третьего жамкни. Глядишь, и прилетит. Стой, ты весь бой можешь не видеть противника, а весь бой по нему шарашит. Вот такая замечательная механика. Ну и возвращаясь к тому, что я перед этим вот рассказал, что основой игры является использование рельефа. А как его теперь использовать-то вообще? То есть теперь мне и авиация по башке бьет, и артиллерия мне по башке стучит, еще и вот эти все геобуксионы, блушарки со своими механиками могут меня там пытаться выцепить за определенными препятствиями. Так теперь и вот это вот еще чудо, как только я светанусь, будет просто так в меня кидать ракеты. А представьте себе ситуацию. Вы за островом, вражеский кораблик вылезает на открытую воду. Вы понимаете, что можете его забрать. Да, он там битый, уже что-то получил урон. Вы выходите, отрабатываете, у вас перестрелка происходит, вы его забираете, он наносит вам много тоже урона, у вас корабль сильно битый, прям вот мало хп осталось. Вы уходите за остров, чтобы отхилиться. И тут вам на башку прилетают ракеты от вот этой замечательной подлодки. Ну или если они будут введены вообще как таковые вот эти ракеты, то с любого корабля вам там прилетают вот эти ракеты и вас забирают. То есть вот этот элемент геймплея, когда вы рассчитываете свое ХП, что вы вышли, выиграли перестрелку, отошли, отхилились, выбросьте его вообще. Все, нет его больше не будет. Я не очень понимаю, зачем, вот к чему эта механика. Все, что я в ней вижу, это две вещи. Первое — отупление комьюнити, и вторая — это добивание уже вот этого... Добивание скиллозависимости игры. Потому что здесь скиллозависимость, по сути, в базе своей лежит на умении использования карты. Как ты умеешь использовать карту? Вот этот самый рельеф местности. Но так рельеф у нас просто его отбирают, этот рельеф. Авиация, артиллерия, вот эти вот запуски ракет с дронов. Теперь вот это вот еще. Причем эти-то мимо не пролетят. Если артиллерии нужно целиться, ей нужно целиться. Она сама должна вычислять, куда она попадет, где будет корабль. Здесь ничего не надо вычислять. У вас просто самонаводящиеся ракеты. Да еще и со сплушом в 3000. Да еще и неотводимые. Да еще и с подводным пуском. То есть я категорически против этой механики. Именно по вот этим двум причинам. Первое. Это дичайшее отупление комьюнити. Это абсолютно овощной геймплей. Я специально вот бои записывая, стоял на респауне нередко. Прям вот просто стоял на респауне и жамкал одну кнопку, чтобы продемонстрировать, насколько это овощной геймплей. Это просто, это не геймплей вообще. Ты просто стоишь и клацаешь одну кнопку. Это как кнопка убить всех. Ну, она работает, правда, хреново, но как бы она есть. А второй момент — это просто уничтожение понятия скиллозависимости, потому что скиллозависимость базируется на умении использовать карту. Когда ты можешь спрятаться, когда нужно выйти там и так далее. А сейчас что, куда ты спрячешься? Сейчас тебе все прилетает с закрытых позиций, по тебе просто летит все. Когда человек лезет на открытую воду, это его проблема. И я думаю, многие другие, кто делают какие-то видео, стримы по этой игре, говорим все, я думаю, все это говорят. Не играйте от открытой воды. Не играйте от открытой воды. Не играйте от открытой воды. Если человек все равно туда лезет, это его проблемы. Но если человек правильно встал, заныкался куда-то, закрылся, поднял вертолет, посмотреть, что, где, как происходит. А как бы зачем обнулять эти его возможности? А они обнуляются. Чем дальше, тем больше я смотрю. Вот эта вот механика будет обнулять их еще больше. То есть, может, просто тогда взять да убрать вообще все острова. Вот мы появились там и сяма. За свет и пошла эта перестрелка. Там у кого мяса больше, там
у кого ракеты лучше или что-то такое, то ты победил. А зачем тогда руки прямые? Они вообще нафиг нужны. На чем будет основываться скиллозависимость игры, если простреливается чуть ли не все на карте? Я не очень понимаю. Поэтому лично я категорически против введения подобной механики. Так, ну и пару слов о самом кораблике. Отдельно обзор я на него делать не хочу, потому что, ну, это все, что о нем можно сказать, вы, по сути, видите на экране. Это некое подобие калоши, батл-круизера нашего известного, который в каких-то ситуациях очень опасен, прям очень опасен. А в каких-то ситуациях он бесполезен. Поэтому особо не пользуется он каким-то спросом у игроков в силу вот этой вот своей ситуативности. Здесь то же самое. Здесь мы имеем мало хп, 390 тысяч, имеем высокую скорость. Где-то в районе 26 узлов он там бегает под водой. Кстати, над водой он бегает медленнее. То странно. Но в любом случае скорость у него как бы не самая его главная особенность. А главная особенность его это 4 плюс 2 ракеты. Да? То есть у него 8 ракет. 4 плюс 2 это слоты, которые можно забивать чем угодно. Я играл на YJ-17. И 2 ракеты эти YJ-20 TBM SSA, это которые летают за препятствия из подводного положения там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в принципе, и все. У него есть две типа как бы автопушки, противоторпедки, и ПВО у него там, которая шмаляет очень-очень-очень-очень быстро. У него перезарядка, я вам сейчас даже скажу сколько. Перезарядка 2,1 секунды. А пуляет оно быстро, но как бы ничего сверхъестественного себя не представляет. А противоторпедка работает от торпед, то есть это не пушка, как AFGS. Она запускает противоторпеды, которые зачастую догнать вражеские торпеды не могут. Но там большой сплэш. Если торпеды идут на вас, и вы запускаете встречные вот эти противоторпеды, то где-то что-то даже перехватывает, получается. Да? Но, допустим, бодаться с подлодкой ей нечего. Ну, с нормальной подлодкой. Поэтому это, по сути, такой вот, как калош такая, только с возможностью погрузиться. Если у вас есть ракеты там с подводным пуском нормальные, ну, вы можете быть большой проблемой для противника. Хотя сами вы очень уязвимы. Для ВС-3, для любых гранатометов вы очень уязвимы, для торпед вы уязвимы средне, да, то есть противоторпедка иногда срабатывает. Вот, и в принципе, вот и все. Да, то есть много урона ракетного, контритесь вы дымами в легкую, вообще в ноль контритесь дымами. Если противник встал в дымы, вы ничего не сделаете. Ну, разве что попытаетесь всплыть, запузырить ракеты на лазерах, но тогда вас просто снесут, потому что у вас 390 тысяч хп, это ни о чем. Так что кораблик, ну, такой. Сам по себе он ни разу не имбовый, если убрать у него, допустим, вот эти 2 ракеты, которые летят за препятствия. Сам по себе он представляет из себя примерно калошу. В каких-то ситуациях лютый корабль, в каких-то ситуациях нафиг не нужно просто единица в команде. То есть даже отдельный обзор на него делать я не вижу смысла. Это просто еще одна калоша примерно. Вот, ни пушек, ни гранатометов, ни торпед, ничего нету. Только вот ракетки и все. Единственная особенность его это вот эти вот 2 ракеты, которые летят за препятствия. Ну и баг, которым вот на протяжении всего видео, как видите, я активно пользуюсь. Да? Это когда вы наводитесь ракетами, способными наводиться через препятствия, а потом, нажав левую кнопку мыши, просто зажимаете один из слотов с обычными ракетами, и они тоже вылетают. Я не знаю, что это такое, но я думаю, что это баг, и его, скорее всего, пофиксят. Но, опять же, вспоминаем Грау, у которого был баг с ПВО, и когда его пофиксили, началось ай-ой, мы платили за другой корабль, возможно, здесь тоже будет скандал, типа ай-яй-яй, ой-ой-ой. Но если эта штука будет еще и с багом, то, господи ты, боже ты мой, блин. Что с ней делать, как против нее играть, я вообще тогда не знаю. Потому что вы ее не увидите. Она может, не знаю, она может просто, я говорю, на респе, вот где он резнулся, он весь бой может там простоять, просто жамкая вот эти кнопки по ракетам и все. И иметь первое место в команде по урону для него при этом не проблема. Это очень овощной геймплей, он не требует не то что какого-то скилла, он требует вас просто умения
клацать по левой кнопке мыши, иногда переключаясь между ракетами. Все. Больше вот и ничего и не надо. Если этот баг не пофиксят, ну, это как бы будет совсем уже плохо, потому что тогда вы ни в одном укрытии не будете в безопасности, потому что в течение этого видео вы сами видели, как разлетаются корабли, там и топовые, и 55-й G, и каких там только нет, и мне вообще плевать, кто там плавает, там и линкоры, и не линкоры, неинтересно. Вижу, кидаю, урон залетает 1200 спокойно. Причем он даже не видит, кто в него шарашит. Да и я его не вижу. Я его вижу только через это самое, через препятствие. Да, это, конечно, тоже кошмар, но это, я думаю, все-таки, что это баг, и что его исправят. Пускай лучше скандалят. Вот, пусть лучше поскандалят, что типа мы покупали другой корабль. Я так считаю. Как-то вот так. Подводим итоги. Механика абсолютно мимо. Не нужна эта механика в игре. Она ничего положительного в игру не принесет. Принесет только отрицательные моменты. Как я уже сказал, первое — это отупление комьюнити. Второе — это обрезание... Странно прозвучало. Обрезание скиллозависимости игры. Потому что, ну, уже чем дальше, тем меньше возможностей на обычном корабле отыграть именно от рук, от мозгов, потому что, как бы, ну, спрятаться ты не можешь. А если ты не можешь спрятаться, ну, тогда тут будут решать только те корабли, которые способны вести открытый бой. Все остальные сразу в мусорку. Сейчас уже, как бы, многие корабли, ну, вообще не играбельные, потому что новые корабли их соплей надвое перешибают. А будет и еще хуже. Что касаемо самого кораблика этого, это калоша, еще одна калоша. Чистейший ракетчик, но с возможностью погрузиться. Вот и все. Больше там даже сказать ничего. Как-то вот так. Что сами думаете по поводу всех этих замечательных, совершенно феерических, феноменальных событий? Пишите в комментариях. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.